Почему именно этот хлеб отличается от обычного? Отчего гораздо вкуснее, выше, ароматнее. Знаю, что многие из вас не любят липкое тесто. Так вот, замешивать этот хлеб руками не придется. Отчего хлеб получается сухой, почему трескается по бокам и какое тесто должно быть, чтобы хлеб не крошился. Отвечу на вопросы, можно ли испечь формовой белый хлеб в духовке без формы и как придать идеальную форму хлебу. Расскажу, сколько печь хлеб, при какой температуре и как определить его готовность. Об этом и о многом другом по порядку. Давайте вместе приготовим заварной хлеб и разберемся, что все-таки влияет на исход выпечки. Заварка – это часть муки, которой заливают горячей водой. И на основе уже немного остывшей готовят выпечку. Есть несколько видов таких заварок. Сегодня будем использовать соленую. Добавляем сюда всю соль по рецепту, пол чайной ложки, то есть 5 граммов. И вливаем горячую воду, температура которой 90-95 градусов. Сколько же муки заваривать? Необходимо взять 10-15% муки от общей, которая понадобится по рецепту. Сколько взять воды? 3 раза больше, чем муки. У меня получилось на 40 граммов муки 120 мл горячей воды. Хорошо размешав, даем заварке остыть до температуры 38-40 градусов, чтобы была температура оптимальная для роста дрожжей. Не теряя времени, в глубокую миску раскрошим 12 граммов прессованных свежих дрожжей. Сухих понадобится обычных 4 грамма. Быстродействующих чуть больше. К дрожжам добавила 10 граммов сахара. Кстати, без сахара также получается вкусный хлеб. 130 мл теплой воды, температура 38-40 градусов. Размешаем. Высыпаем 3 столовые ложки с горкой, то есть 60 граммов муки. Собственно, это будет активация самих дрожжей. Назовем ее быстрой опарой, которую также оставим на 20 минут. Соленая заварка достигла теплого состояния, ее необходимо перемешать. Затем вливаем к дрожжам, к быстрой опаре, которая к этому времени указывает на готовность и годность дрожжей. Масса стала пышная и похожа на пенку. Если этого не происходит, советую сменить дрожжи. Вливаем в тесто столовую ложку растительного масла и после распределения вводим снова муку. Если говорить про ложки, то это 9-10 столовых, но в граммах получилось 260. Вводите порциями, чтобы легче было разбивать все сухие комочки, так как тесто мы будем перемешивать только лопаткой, не задействуя руки. Для чего нужна заварка? Что она дает тесту? Во-первых, это больше сахаров, за счет которых поднимается выпечка лучше. Вы можете здесь спросить, а почему просто не добавить сахар? Увы, но обычный сахар дает лишь сладость, в то время как заварка, кроме приятного вкуса, обеспечивает влажность мякиша, даже можно сказать сочность, пышность, эластичность. А ведь именно эластичности и не хватает муке с небольшим содержанием белка. И, конечно, за счет сахаров, полученных в процессе ферментации и заварки, корочка хлеба будет румяная, а не такая белая, как обычно. Оставим тесто на 50-60 минут для брожения. Формовой хлеб, конечно же, пекут в форме. Без нее тоже можно обойтись, расскажу чуть позже. Можно использовать круглую, разъемную или неразъемную форму, но обязательно не слишком маленькую. Форму я застелила бумагой, которую приклеила на масло. Это масло пропитает хлеб и придаст более хрустящую корочку. Тесто поднялось, обминаем его шпателем или лопаткой. Выкладываем на муку, тщательно обминаем, выгоняя газ от брожения, чтобы хлеб у нас получил приятный аромат. Почему не заварить всю муку? Дело в том, что горячая вода разрушает клейковину. И если замешивать тесто только на заварке,
то вы никогда не добьетесь хорошего объема и пористого мякиша. Цель заваривания – частично разрушить крахмал, то есть сделать эти крахмальные зерна более вкусными для ферментов. Такое тесто будет готово впитать больше влаги, но и хлеб будет оставаться намного дольше свежим. Накрываем еще на 10 минут. После обминки тесто стягивается, нужно, чтобы клейковина снова набухла, стала мягче. И только спустя 10 минут можно формовать буханку. Если не давать тесту полежать перед формовкой, туго сворачивать или тянуть через силу, то такой хлеб обязательно лопнет сбоку. Но есть еще одна причина такому. К ней мы еще доберемся. Обязательно убираем лишнюю муку. Может быть заметно на месте соединения теста, если ее не стряхнуть. Некоторые из вас говорят, зачем заморачиваться и складывать хлеб. Хлеб получается более волокнистым за счет формовки, лучше держит форму. Равномерно пористый, за счет такой формовки получается еще и более высокий. Укладываем хлеб швом вниз, на противень или как мы в форму. Если хлеб у вас получается жидкий, то есть тесто плывет, то перед выпечкой его нужно расстоять между ограничителями, которые можно сделать с помощью пергаментной бумаги. Как это выглядит, я оставлю ссылку на видеорецепт, где мы использовали такой метод. Резкое движение или какой-то стук может осадить хлеб. Хлеб может лопнуть, если не поднялся до выпечки или температура в духовке слишком высока. То есть корка образовалась, а мякиш не поднялся. Когда начнет увеличиваться мякиш, то начинают рваться бока, так как сверху есть уже корочка, а на боках этих корочек нет, а тесту куда-то нужно расширяться. В процессе духовку не открывать, не проверять и выпекаем без конвекции. С конвекцией корочка получается быстрее, чем мякиш поднимается. Готовый хлеб при постукивании имеет глухой звук. Взгляните, какой красавец! Легко выходит из формы, даже если бы я не использовала пергамент или масло. Остужаем хлеб на решетке, не накрываем, сохраняя максимум хруста. Этот домашний хлеб точно хранится без потери вкуса дольше, сочный, мелкопористый, легкий мякиш. Аромат и вкус идеальны. Корка хрустит, даже по бокам. Если сравнивать этот хлеб с обычным дрожжевым, который готовится на опаре или без, то однозначно хлеб заварной выигрывает во вкусе, свежести. Коллекция наших рецептов хлеба перед вами на экране. Удачной выпечки!